Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня хобби-влог, результаты, что раскрасила в марте месяце. Ну, честно говоря, не скажу, что я прям много раскрасила, но давайте покажу, что раскрасила. Во-первых, я наконец-то закончила эту раскраску «Загадочные кошки». Это картины пазла, она огромная, даже в кадр не помещаюсь. Но, как я и планировала, я ее в этом месяце закончил. Так, раз, два, три, четыре. Буду показывать последние. Отдельно мы уже потом с вами полистаем. Раскрасила вот такого котика. Красила фломастерами. Все подряд, знаете, что было. Дабы поиспользовать как можно больше фломастеров, чтобы, ну, давно уже не красила. Вот такой получился котик у меня. Я не помню. По-моему, декабрь, январь, февраль, да, как-то так они у нас как раз должны были идти. Вот следующий это вот такой кот. Сейчас скажу вам. Да, это был декабрь, это январь. Следующий кот это февраль. Вот такой вот должен был быть. Ну, как-то так вышло, что последние несколько месяцев не красили котов, поэтому я вот решила и не, так сказать, не тянуть кота за причинное место, поэтому все уже доделала. Ну и последний такой получился какой-то злюка. Мне прям замучил этот кот. И какой-то он неудачный у меня. И где-то что-то, я вроде бы все правильно делала, но что-то мне вообще не нравится. В общем, вот такой вот кот получился. Вообще, кот ли это? Судя по муське, не знаю, какой-то он очень страшный. Вот такой вот кот. Ну и, собственно говоря, все. Закончила эту раскраску. Дальше. Следующее. Это был вот такой вот Creative Heaven. В общем, весна. Не буду тут сейчас язык ломать. Я не помню, показывала я здесь или нет. Я просто... Была овечка у меня раскрашена в этой раскраске. Кстати, они тут так и есть белые, их не надо красить. И потом я красила еще. Сейчас вам покажу. Вот такой вот. Наверное, сирень. Мне хочется верить, что это все-таки сирень. Пчелки. В общем, вот такая у меня была иллюстрация здесь. Дальше. Также мы здесь красим каждый месяц с Ирой и с Мариной. Канал Маринины раскраски, иллюстрации. Каждый месяц стараемся красить. В этом месяце, если не ошибаюсь, да, был вот такой торт. Я не делала фон. Я вообще здесь пробовала новые маркеры. В общем, такое сплошное разочарование, если честно. Но об этом уже потом в другом видео. В общем, в этом месяце у нас была вот такая вот иллюстрация. И я ее красила. Дальше. Следующее. Это была Средиземье было у нас. Здесь мы с Ирой красим каждый месяц преимущественно. В этом месяце как-то мне не задалось. Не знаю, что не так, что не получилось, что не задалось. Ну, в общем, как-то у меня тяжело пошел этот рисунок. И как-то не совсем, как мне этого хотелось бы, как я это видела. Ну, уже не стала ничего делать. Уже решила, вот как вышло, так вышло. Будет настроение, я его немножко, скажем так, доработаю, доделаю. Где-то что. Здесь тоже раскрашено, просто светлое. Смотрю на камеру, прям как будто вообще не красила. В общем, здесь карандаши. Все подряд, как всегда. Ну, знаете как? Как всегда, в смысле, как всегда. Обычно я крашу, вот, по крайней мере, гномов и так далее, крашу лирой здесь. По крайней мере, в Средиземье всегда у меня лира преимущественно здесь и виста-артист. В прошлом месяце я красила Брауберг. Брауберг брала, даже, по-моему, Фаберы, вот эти вот черные. В этот раз я решила взять Пабло. Ну, не знаю, мне кажется, даже Брауберг ярче, чем Пабло получилось. В общем... Вот такая получилась иллюстрация. Вода это Виста Артиста акварельный. Но тоже что-то как-то, я говорю, как-то она вот не задалась, эта иллюстрация в этом месяце. Не знаю почему.
Дальше Ханна Карсон. Почему-то у меня так вышло в этом месяце одна иллюстрация, только в одной книге. Сама не поняла, почему и как так вышло. У меня такое чувство, что я где-то еще что-то раскрашивала. Не знаю, показывала, не показывала. В общем, я как-то забыла. В данном случае эти сказки леса. Ну, я называю ее сказки леса. Можете не исправлять меня в комментариях. Я ее так называю. Я здесь раскрасила. У Иры была раскрашена эта иллюстрация, у меня нет. И я раскрасила вот эту вот девочку, чтобы уже и разворот был раскрашен. Ну и мы как бы договаривались, что по порядку красим, и я ее пропустила. Собственно, я тоже здесь вот и разворот еще один у меня пропущен. Как-то, знаете, через раз тут тоже вот пропущен, по-моему, у Ирины. Не знаю, как раскрасила она, нет. В общем, как-то я все через одну. Поэтому докрасила эту девушку уже так бегом-бегом. Не скажу, что я ее прям закончила. Ну, посмотрим, может быть, доделаю. Ну и вот уже планирую в апреле все-таки эти два разворота доделать. Дальше по номерам. Вот такая вот. Это у нас Дэвид Вудров. И я здесь, кто помнит, пробовала новые фломастеры с Fix Price. Раскрашивала имя 60 цветов, по-моему, вот этого тигра. Дальше. Следующее. Опять же по номерам. Вот такая. Это Creative Heaven. У нас море. Я не помню, что я здесь красила, если честно. Вообще эти пару месяцев какие-то такие достаточно тяжелые выдались для всех. И, честно говоря, я даже вот, видите, не помню, что я красила. Ну, если не ошибаюсь, я красила вот это море, пальмы, пляж. В общем, у меня море. И начала красить вторую следом иллюстрацию, но не доделала. Как так? Сама не поняла. В общем, буду докрашивать. Дальше. Был у нас с Ирой челлендж. Мы каждый год его делаем, по крайней мере, стараемся. На тему феечек. Я не помню, все я взяла, не все я взяла. Все принесла, не все принесла. В общем, буду показывать, что есть. Я раскрашивала вот такую принцесса и феи Хоббитека фломастерами феечку. Что я тут раскрашивала? Ну, наверное, вот эту раскрашивала. Честно говоря, я уже запуталась. Или не эту, или эту. В общем, раскрашивала феечку. Затем я раскрашивала здесь вот... Ой, опять забыла, как называется. «Сказочные сны». Ну, это такая реплика, да, скажем, раскраски. И я здесь тоже раскрашивала вот такую феечку акварелью. Вот такая вот акварельная феечка у меня была. Вся блестящая, не блестящая. Я надеюсь, вам будет видно. Раскрашивала. И, как всегда, волшебный мир фей. Здесь тоже раскрашивала феечку. Только феечку вот такую вот с подснежниками. Или ландыши, я уж не знаю, что здесь. Тоже акварель. Вот такая вот получилась у меня феечка. Дальше. Был у меня недельный такой челлендж. Я сама себе устраивала прекрасные незнакомки. Но мне захотелось посидеть, раскрашивать девушек. И я раскрашивала. Тоже была первая вот такая вот. Это Кристин Кэрон. Девушка весна, да? С тюльпанами, нарциссами. Я здесь раскрашивала карандашами. Ой, здесь все подряд. И Лира, и Брауберг. Ну, преимущественно Брауберг, наверное. Вот. Дальше. Следующая была это вот такая вот Дженнифер Зиммерман. В общем, не выговоришь. Не буду ломать язык.
Здесь я раскрашивала, здесь была тоже такая феечка. Сейчас бы ее найти так. Вот она. Я тоже ее раскрашивала преимущественно Брауберг. Ну и пастель. Вот такая вот была у меня девчушка. Следующая это была раскраска сирень. И здесь я акварелью раскрашивала вот таких вот двух девчонок. Это, ну, ангел и демон. Акварелью. Так, это что ж такое тяжелое? Поняла, что вот это вот непрактично. Вроде так красиво и как бы обложку прикрывает, но когда потом смотришь, особенно я смотрю на видео, они такие затасканные, какие-то все залапанные. Вроде бы протираешь, а без толку. Следующую я красила девушку тоже акварелью. Это вот у нас танцы. Это у нас Еленка Филоненко. Здесь у меня была девушка с тюльпанами. Тоже акварель. Вот такая вот. Да что ж такое, прям в кадр не помещаюсь. Вот такая вот девушка была. И еще одна была девушка, даже не одна, по-моему, несколько девушек было. Это уже Мариола Будек. Я доделывала вот эту девушку. Здесь тоже преимущественно на лице кожа, это, как всегда, призмы. Волосы и все остальное это Брауберг карандаши. Фон это пастель, ну и акрил. Вот. Ну и вторая девушка, это тоже такая вот весна. А что здесь? А здесь лиры. Здесь везде лира. Вот такая вот прелесть получилась. Дальше также мне Ира подарила вот такую вот раскрасочку Кавай. И мы с ней здесь выбирали иллюстрацию, раскрашивали. Не скажу, что я в восторге от результата. Бумага односторонняя, рисунки все, но бумага, ну как вот на мой взгляд, не под акварель. Мне, конечно, больше вот под маркеры. Маркеры идеально ложатся. Карандаши неплохо в целом, но вот акварель не особо. Ну, как говорится, что вышло, то вышло. В общем-то, я догадывалась, что будет такая бумага, потому что в драконах то же самое, собственно говоря. В общем, мы красили вот такую вот девочку, Ира выбрала. Кожа, волосы я красила маркерами. Лавочку, деревья я красила мэджиками разными. И, ну, все остальное, вот небо, деревья, это акварель детская. Здесь лавочку, прошу прощения, это даже не мэджики, это детские каляка-маляка, детские трехцветные карандашики. Ну, в общем-то, те же мэджики, да. Вот такая вот девочка получилась у меня. Дальше с Викой Папуна и с Кристиной Ретроускану мы тоже вместе раскрашивали. Игра в карты была у нас. И я раскрашивала волшебные узоры и просто раскрашивала, и с девочками раскрашивала, поэтому давайте покажу. Здесь много. Ну, когда, собственно говоря, красила с девочками, был вот такой вот кораблик у нас. Я красила кораблик, потом красила вот эти вот узоры. На днях сделала еще вот уже, чтобы был разворот, эту страничку уже сама. Дальше опять же раскрасила вот эту страничку. Также, когда с девочками красили, я еще раскрасила вот эту страничку. Угу. И с веерами. Эту сама уже раскрасила. Все фломастерами, девчонки. Дальше. И в рамках игры я еще раскрасила разворот. Был вот такой вот с совушками. Тоже фломастерами. Вот. Да, по-моему, все в ней.
Дальше, также, когда играли в игру, я красила в таинственный лес. В раскрасочке я ее начала, она у меня была новая. Здесь тоже фломастеры, браши, все подряд. Вот такая вот была страничка. Кстати, бумага классная, ничего не протекло, на удивление. Я так боялась, ничего, слава богу, не протекло. Ну и последняя была раскраска в этом месяце, которую успела раскрасить. Это «Звездные войны», тоже люблю ее. С удовольствием крашу. Давайте покажу, что... Так, когда красила в рамках игры карты, я раскрасила вот этот R2-D2 робота, тоже фломастерами. Ну и сама, пока было настроение, раскрасила вот такую. Мне очень не нравится вообще какая-то она. Но она, собственно говоря, и на образце тоже не особо там красивая. Что вышло, то вышло. Я фломастерами просто красила, как раз от Fix Price. Видите, собственно говоря, он не особо и здесь-то прям красавец. Но у меня вообще прям получился рыжий. Ну, ничего страшного. Так, и что-то я еще красила, но уже потеряла. У меня тут еще пару недокрашенных. Даже, представляете? Что-то я еще красила, но уже сейчас не вспомню здесь же. В общем, начатых много. Кто еще это все доделал, да? Вот. Так-то раскраска движется, но вот много очень из того, что начала, я не сделала. В общем, вот такие вот у меня были работы в этом месяце. Еще очень много начатых, но не буду уже в рамках видео показывать недоделанные работы. Не вижу смысла. Уже если я их сделаю, то я вам обязательно покажу. Мне все время не покидает чувство, что я про какую-то забыла раскраску. Ну, если забыла, то я обязательно потом вам покажу. Вот такие у меня были работы в этом месяце. Совместные и несовместные. В общем, я довольна. В целом, все равно не могу сказать, что мало, несмотря ни на что. Их достаточно много работ. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Скоро, уже совсем скоро лето. Ну и всем пока-пока.